Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в выпуске вы узнаете про новую архитектуру AMD, про первый игровой тест видеокарты семейства RX 6000 и как графика Apple M1 обходит 1050 Ti. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с красного лагеря. В прошлых выпусках я вам рассказывал про выход нового ускорителя AMD на новой архитектуре. И вот красные уже официально представили модель Instinct ME100, которая является ответом на NVIDIA A100 и построена на новой архитектуре Compute DNA. Главной областью применения такой новинки станут системы для научных исследований в области нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения. В арсенале AMD Instinct ME100 имеется 120 вычислительных блоков или 7680 потоковых процессоров, а также 32-гигабайтный буфер, набранный 4 сетками HBM2 с пропускной способностью 1,23 терабайта в секунду. Голая вычислительная мощность устройства составляет 23,1 терафлопса в операциях одинарной точности, или просто FP32, и 11,5 терафлопса в задачах FP64. Сам же ускоритель занимает два слота PCI-Express 4.0, питается от двух разъемов 8 пин и имеет энергопотребление 300 Вт. А уже до конца этого года системы на базе AMD Instinct ME100 выпустят крупные производители. А вот что касается серверных процессоров под эти ускорители, то уже появилась информация относительно будущего поколения на архитектуре Zen 4. Источник утверждает, что наиболее производительные модели Zen 4 получат до 96 ядер. А с учетом активной технологии SMT это позволит обрабатывать 192 потока на одном процессоре. Также всплывают слухи о планах AMD по внедрению четырехпоточной обработки на ядро. Такая технология должна получить название SMT4 и, возможно, появится уже в 2022 году вместе с процессорами Zen 4. Также инсайдерам было сказано, что Zen 4 будут продолжать использовать отработанную чиплетную структуру с 8 ядрами на один 5-нанометровый модуль CCD. А для новых AMD EPYC будет предусмотрено до 12 модулей CCD, а также 12-канальный контроллер оперативной памяти DDR5 и поддержка PCI-Express 5.0. А перечень сокетов для процессоров Zen 4 будет включать в себя AM5, TR5, а также SP5 и SP6. Но это все будет в далеком будущем. А про нынешнее поколение тоже прилетела очень приятная новость. Компания ASRock уже выпустила бета-версии своих прошивок для материнских плат на B450 чипсете. На Reddit уже есть ссылка на их скачку, но я бы советовал вам дождаться финальной версии и уже потом обновлять BIOS и ставить Ryzen 5000. А вот что касается видеокарт RX 6000, то, как и ожидалось, AMD разрешила показать их дизайн и распаковку. Эталонный дизайн получился весьма красивый, а карты разнятся только шириной радиатора. Однако такая массивная система охлаждения весит очень даже много. 6800 получила вес в 1400 грамм, а XT 1517 грамм. Вентиляторы у новинок имеют диаметр 80 мм, а в простое они останавливаются. Но тесты этих видеокарт AMD пока не разрешила публиковать. Но один из энтузиастов уже успел затестить 6800 XT в Ashes of the Singularity. И тест, кстати, проводился на i7-8700K, и ни о каком Ryzen 5000 речи даже не идет. Ускоритель проверялся при двух разрешениях 1080p и 4K при одинаковых настройках качества изображения с пресетом Crazy. В первом случае 6800 XT набрала 10100 очков, показав средний результат в 102 кадра в секунду. Этот результат схож с аналогичными тестами RTX 3080, и примерно такой производительности все и ожидали. Но вот в разрешении 4К результаты производительности оказались весьма интересными. RX 6800 XT набрала 9200 очков, тогда как флагман RTX 3090 на 500 очков меньше. Кстати, в тестах энтузиаста он уступил даже более дешевой RTX 3080. Сами же видеокарты поступят в продажу уже в эту среду, 18 ноября, но поступят только эталонные модификации, а уже ближе к концу месяца станут доступны модели альтернативного дизайна. А некоторые онлайн-магазины, например, финский Multitronic, уже начали принимать предварительные заказы на нереференсные устройства. Ритейлер предлагает видеокарты в исполнении компании Sapphire. Модель RX 6800 Nitro Plus OC доступна по цене 733 евро. RX 6800 XT Nitro Plus OC обойдется в 839 евро, а топовая модификация Radeon RX 6800 XT Nitro Plus OC Special Edition, получившая вентиляторы с RGB подсветкой, была оценена в 864 евро. Ну а из зеленого лагеря появились официальные тесты производительности RTX 3060 Ti, которые NVIDIA должна представить уже через 2 недели.
Согласно изображению, RTX 3060 Ti опережает видеокарту прошлого поколения в лице RTX 2080 Super. Новинка производительнее поколения Turing как в игровых приложениях, в том числе с использованием технологии трассировки лучей, так и в прикладных задачах, причем в ряде из них преимущество очень даже впечатляет. Что касается противостояния с предшественником в лице 2060 Super, то в данной битве новая модель ощутимо превосходит оппонента, а в некоторых сценариях разрыв достигает 80%. А вот яблочный кристалл Apple M1 продолжают тестировать, и результаты весьма потрясающие. На днях ее протестировали в GFX Bench 5.0, и тесты показывают, что Apple M1 практически везде опережает GTX 1050 Ti и RX 560, зачастую даже с большим отрывом. Разумеется, перед нами игровые видеокарты начального уровня, причем на базе неактуальных архитектур. Однако победа интегрированного ядра системы на кристалле над дискретными адаптерами с TDP 75 Вт достойна внимания. Далее Apple M1 был протестирован в редакторе Affinity Photo, которая имеет встроенный бенчмарк. Его соперником выступил настольный iMac 2019 года с 6-ядерным процессором Intel Core i5-8500. Как можно заметить, в CPU-тестах побеждает чип M1, который в среднем на 25% быстрее процессора Core i5-8500, а интегрированная графика достойно выглядит на фоне видеокарты Radeon Pro 580X. А тем временем на рынке корпусов появилась моделька Zalman N4, которая укомплектована сразу 6 кулерами. Она выполнена в формате Mid-Tower и уже скоро должна поступить в продажу по цене, которая не уточняется. Однако это не единственная новинка последних дней. Компания Seasonic наконец-то представила свою давнюю задумку, которая получила название Synchro Q704. Такой корпус выполнен в BTX формате, то есть материнская плата перевернута на 180 градусов. Само изделие выполнено преимущественно из стали, а боковую сторону прикрывает закаленное стекло. Внутрь можно вставить любую материнку, даже формата eATX, а в комплекте идут сразу 4 кулера. Рекомендуемая цена корпуса Seasonic составляет $150, а вот версия с предустановленным блоком питания мощностью 650 Вт обойдется минимум в $309. А вот про войну в однопотоке между Intel и AMD уже можно писать книги. На днях один из тестовых экземпляров Rocket Lake S, которые должны выйти в начале года, протестировали в Cinebench R20. Тестовый процессор имел частоту буста до 5,5 ГГц, и это позволило ему набрать 655 баллов в однопотоке, тогда как предыдущий рекорд принадлежал Ryzen 9 5950X с результатом 649 баллов. Однако справедливости ради есть одно «но». Мы не знаем, на каком вольтаже и под каким охлаждением работал процессор, так что говорить о конечной производительности пока что рано. Тем временем компания Microsoft продолжает навязывать всем свой браузер. В новой версии Windows 10 при первоначальной установке теперь всплывает реклама встроенного браузера, где вы можете выбрать рекомендуемые параметры и сделать его тем самым основным браузером. Так что будьте внимательны при установке системы, и если вы не планируете использовать Microsoft Edge, то смело выбирайте второй пункт. Ну а студия Infinity Ward добавила поддержку режима 120 кадров в секунду в Call of Duty Warzone на Xbox Series X. Это, кстати, не упоминалось в последних примечаниях к обновлению Modern Warfare, но было замечено игроками, когда они тестировали королевскую битву на новой консоли. В Microsoft Store теперь в описании и Warzone, и Modern Warfare упоминается поддержка 120 кадров в секунду, а первоначальное тестирование специалистов Digital Foundry подтвердило, что Warzone теперь нацелена на 120 кадров в секунду на Xbox Series X. Но в основном частота кадров варьируется от 100 до 120 кадров. При этом их тестирование на PlayStation 5 также подтверждает, что Warzone по-прежнему ограничена 60 кадрами в секунду. Причем ни Activision, ни Infinity Ward не прокомментировала ситуацию, хотя журналисты задавали им этот вопрос. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А если у вас есть какой-то вопрос по сборке ПК или выбору комплектующих, вы всегда можете задать его в комментариях или на моем Discord-канале. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!